Привет! Руины секты истинной мантры преподносят Хань Ли 3 урока, и каждый из них обнажает пропасть между его нынешней силой и истинными поверителями времени. Во-первых, стратегические находки усиливают его базу. Редчайший синий лотос становится идеальным источником энергии для его личного пространства, экономя драгоценные ресурсы. А затем, через видение прошлого, к нему приходят древние знания по управлению временем от давно погибшего мастера. Случайно ли этот фантом сквозь века посмотрел именно на Хань Ли – вопрос, который не дает покоя. Во-вторых, сами руины оказываются ловушкой, куда более изощренной, чем любой монстр. Огненные светлячки здесь не просто опасность, они сжигают непрожитые годы жизни. Хань Ли едва выживает в гигантском пространственном шторме, его спасает лишь мощный защитный артефакт, принявший на себя смертельный удар. Один промах, и годы просто испаряются. И, наконец, самое ошеломляющее открытие ждет его в Золотом дворце. Внутри масштабная битва десятков воинов, застывшая на тысячелетия в абсолютной остановке времени. Но источником этой заморозки оказался не артефакт и не формация, лишь остаточное эхо одной единственной древней атаки. Сила, способная заморозить целое сражение, как случайный след, это уровень, до которого Хань Ли еще бесконечно далеко. Путь вперед очевиден, и он чертовски опасен. А теперь слушаем дальше. Глава 671. Уже мертвы. Внезапно Хань Ли осенила мысль. Еще во Дворце водного предсказания ребенок с большой головой, помимо искусства водного предсказания времени, передал ему некоторые воспоминания, которые содержали его идеи совершенствования. В этих воспоминаниях упоминался термин «способности закона», но не было никакого объяснения того, что это такое. В то время Хань Ли просто запомнил всю эту информацию, надеясь, что в будущем она ему пригодится, и, похоже, это как-то с этим было связано. Может ли быть так, что эта проекция золотого пальца — это один из видов способностей закона? Однако он не стал долго размышлять об этом и начал пристально смотреть на проекцию золотого пальца, внимательно изучая перестановки силы закона времени и распределение нитей времени внутри нее. Глубокие перестановки сил закона времени были очень завораживающими, и он быстро полностью в них погрузился, словно смотрел на какое-то невероятное произведение искусства. Проекция пальца полетела обратно и быстро исчезла в большом отверстии в потолке. Хань Ли, увидев это, немедленно закрыл свое око истины, а затем закрыл глаза, чтобы внимательно вспомнить то невероятно глубокое зрелище, которое он только что видел. Долгое время спустя, по его велению, око истины снова распахнулось, и из него выстрелил луч золотого света, который попал в отверстие. Снова появилась та же проекция золотого пальца, и Хань Ли смог еще раз ее осмотреть. Он много раз повторил этот процесс, и при этом ему удалось постепенно получить немало информации о проекции золотого пальца, но в то же время он обнаружил, что все больше и больше не понимает ее. Однако, он уже запомнил все перестановки силы закона времени внутри проекции золотого пальца, поэтому он сможет продолжить изучать ее, как только покинет это место. В этот момент он не только был совершенно измотан, но и получил всю информацию, которую мог от проекции золотого пальца, поэтому больше не было смысла продолжать это упражнение. С этой мыслью он устремил свой взгляд в отверстие впереди, и шар золотого света внутри все еще беспрестанно мерцал. Благодаря своей способности реверсивной священной оси, работающей на пределе, он быстро восстановил способность двигаться, а затем, подняв руку, заставил над ладонью его руки появиться вспышку яркого золотого света, в котором было 10 нитей закона времени. Затем он сделал хватательное движение, и золотой свет и нити закона времени мгновенно превратились в большую золотую руку, которая схватила шар золотого света, прежде чем потянуть его вверх. Однако шар золотого света, казалось, был полностью пригвожден к месту и не двигался с места. Увидев это, выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и он, сделав глубокий вдох, заставил внутри большой золотой руки появиться еще 16 нитей закона времени. Рука мгновенно увеличилась примерно вдвое, а колебания силы закона времени, исходящие от нее, значительно усилились. Даже при этом шар золотого света все еще казался совершенно неподвижным. На лице Хань Ли появилось удивленное выражение, когда он убрал золотую руку, и, немного подумав, он снова поднял руку, на этот раз призвав свою высшую небесную тыкву. Затем раздался глухой удар, когда из тыквы выстрелил луч зеленого света, прежде чем устремиться прямо к шару золотого света. Однако луч зеленого света, только вылетев из области, охваченной реверсивной священной осью, был мгновенно остановлен окружающими силами закона времени. Хань Ли, увидев это, медленно присел, сунув руку в отверстие в земле, и только тогда луч зеленого света смог соприкоснуться с шаром золотого света внутри.
Затем луч зеленого света попытался затянуть шар золотого света в высшую небесную тыкву, но, несмотря на все его усилия, шар золотого света все еще оставался совершенно неподвижным. Лицо Хань Ли, увидев это, слегка помрачнело, и он убрал свою высшую небесную тыкву, прежде чем высвободить еще одну секретную технику. Некоторое время спустя Хань Ли, смирившись, прекратил то, что делал. Он уже перепробовал все, что мог придумать, но шар золотого света просто отказывался двигаться с места. На его лице появилось противоречивое выражение, когда он посмотрел на шар золотого света внутри отверстия. Неужели ему действительно придется оставить такое ценное сокровище? Он просто не мог заставить себя сдаться. В шаре золотого света было больше силы закона времени, чем в его золотом замке и золотом флаге вместе взятых, не говоря уже о всех тех глубоких сложностях, которые он также содержал. Если бы он смог заполучить его, то это, безусловно, было бы очень полезно для него. Внезапно Хань Ли посетила мысль, и он немедленно сделал ручную печать, после чего из его священной оси мантры вырвалась вспышка сияющего золотого света. В то же время золотой свет перед ним сошелся, образовав флакон чистого времени. Затем Хань Ли переключился на другую ручную печать, и золотой свет вокруг его тела пронесся по окружающему пространству, прежде чем образовал бесчисленные песчинки золотого песка. 3 вспышки силы закона времени переплелись, образовав золотой вихрь, который быстро вращался, и по его велению вихрь начал сжиматься внутрь. Промелькнула вспышка невероятно грозной силы закона времени, и золотой вихрь превратился во вращающееся золотое кольцо. В этот момент Хань Ли мог уже довольно легко создавать это золотое кольцо с помощью своих 3 искусств совершенствования с атрибутом времени. Вперед! Хань Ли выбросил ладонь вперед, и золотое кольцо тут же выстрелило вперед, прежде чем соприкоснуться с шаром золотого света. Затем золотое кольцо начало быстро вращаться, излучая ослепительный золотой свет, который с легкостью затмевал пронизывающий золотой свет, наполнявший весь дворец. В то же время из золотого кольца вырвалась вспышка грозной силы всасывания, которая окутала шар золотого света. Наконец, на поверхности шара золотого света начала появляться легкая рябь, и это был первый признак того, что он начал колебаться. Хань Ли, увидев это, тут же загорелся. Из шара золотого света неохотно поднялось несколько полос золотого света, которые затем исчезли в золотом кольце. Казалось, что шар золотого света пытается сопротивляться, но безуспешно. В то же время золотое кольцо становилось все ярче и ярче, и все больше золотого света вытягивалось вверх, прежде чем быть затянутым в золотое кольцо. Мгновение спустя золотое кольцо задрожало, когда оно выпустило полосу золотого света, которая в мгновение эйка исчезла в теле Хань Ли, прежде чем появиться на священной оси мантры. Хань Ли, увидев это, был в восторге, и он продолжал вливать в золотое кольцо все больше силы. Сила всасывания, высвобождаемая золотым кольцом, становилась все сильнее и сильнее, и все больше золотого света вытягивалось из шара света, прежде чем исчезнуть в золотом кольце, чтобы затем превратиться в нити закона времени. Шар золотого света быстро уменьшался со скоростью, заметной даже невооруженным глазом, и вскоре он полностью исчез. В тот момент, когда шар золотого света исчез, весь золотой свет во дворце слегка заребил, а затем угас. Ограничивающие силы закона времени внутри дворца тоже исчезли, и течение времени, впервые за бесчисленное количество лет, вернулось в норму. Сразу же после этого раздалась серия глухих ударов, когда культиваторы Небесного двора и ученики секты истинной мантры упали с неба, прежде чем рухнуть на землю. Хань Ли, увидев это, с удивленным выражением лица, убрал золотое кольцо, а затем подошел к культиваторам, которые рухнули на землю, и обнаружил, что все они мертвы. Как такое возможно? Еще мгновение назад все они были живы. Их тела были совершенно невредимы, и зарождающиеся души все еще находились внутри, но их души бесследно исчезли. Хань Ли осторожно провел своим духовным чувством по телам и быстро что-то заметил. Как оказалось, в сознании ближайшего к нему тела остался невероятно слабый след ауры закона времени, и, если бы не его грозное духовное чувство и то, что он совершенствовал закон времени, он бы никак не смог его обнаружить. Аура закона времени была наделена всплеском невероятно агрессивного намерения, подобного тому, что было у проекции золотого пальца, и было ясно, что именно это агрессивное намерение пальца уничтожило душу этого человека. Затем Хань Ли осмотрел все остальные тела и обнаружил, что их постигла та же участь. То есть, эта проекция золотого пальца не только обладает невероятной пробивной способностью, но и может атаковать душу. С этой мыслью Хань Ли еще больше заинтересовался проекцией золотого пальца. Определив причину смерти этих совершенствующихся, Хань Ли захватил зарождающиеся души 2 золотых бессмертных во дворце, а затем, больше не обращая внимания на тело, посмотрел на священную ось мантры за своей спиной. В этот момент вокруг нее было целых 39 нитей закона времени. Очистив тот шар золотого света, Хань Ли получил 13 нитей закона времени.
Однако все глубокие перестановки силы закона времени внутри шара золотого света были уничтожены после того, как он был преобразован в нити закона времени, и Хань Ли был немного разочарован этим, но, учитывая, что он уже получил 13 нитей закона времени, просить о чем-то еще было бы уже проявлением жадности. После этого Хань Ли еще раз обыскал дворец, но не смог найти ничего полезного. Покинув дворец, Хань Ли продолжил свой путь вглубь долины. Вскоре он добрался до конца долины, не встретив больше никаких зданий, и, вылетев из долины, продолжил свои поиски. Глава 672. Палец, пронзающий небеса. Летя по воздуху, Хань Ли призвал несколько инструментов для хранения, прежде чем по очереди влить в них свое духовное чувство. Эти инструменты для хранения были теми, которые он только что получил у учеников секты истинной мантры. Он взял эти инструменты для хранения не потому, что его интересовали сокровища внутри. Вместо этого он хотел получить больше информации о секте истинной мантры, чтобы снизить риск, а также чтобы это помогло ему в поисках других сокровищ. Он не так давно вошел в эти руины, но уже получил и искусство водного предсказания времени, и писание оси мантры. Вдобавок ко всему, он также получил тот золотой флаг, синий щит, 13 дополнительных нитей закона времени и десятки инструментов для хранения, что было невероятным уловом. Ему не терпелось посмотреть, что еще он сможет найти в этих руинах, и дворец реинкарнации его уже не особо волновал. В худшем случае, ему просто придется провалить задание, и вместо этого отдать 50 тысяч камней бессмертного происхождения. Хань Ли не потребовалось много времени, чтобы осмотреть все инструменты для хранения, но, к его разочарованию, ни в одном из них не было никакой полезной информации, касающейся секты истинной мантры. Хань Ли убрал инструменты для хранения, а затем начал осматривать инструменты для хранения культиваторов Небесного двора. Внезапно в его руке во вспышке белого света появился нефритовый свиток. Это была карта секты истинной мантры, которую он нашел в инструменте для хранения, принадлежавшем золотому бессмертному Небесного двора. Он не возлагал особых надежд на инструменты для хранения культиваторов Небесного двора, поэтому это, безусловно, был приятный сюрприз. Этот золотой бессмертный, скорее всего, получил эту карту, чтобы во время вторжения Небесного двора он смог обыскать секту истинной мантры в поисках сокровищ, и теперь, бесчисленное количество лет спустя, карта пригодилась Хань Ли. Хань Ли остановился, затем спустился на гору и влил свое духовное чувство в нефритовый свиток. Возможно, карта была сделана в спешке, но она была довольно грубой, на ней были обозначены только основные ориентиры и области секты истинной мантры. Согласно карте, секта истинной мантры была гораздо больше, чем Дао Пылающего дракона, и была разделена на 5 областей: водное предсказание, истинная мантра, огненный поток, земляная заря и древесный император. Каждая из этих областей была в несколько раз больше Дао Пылающего дракона, и область истинной мантры находилась в центре, в то время как 4 других области находились на севере, юге, востоке и западе. Дворец водного предсказания, скорее всего, находится в области водного предсказания, а я, похоже, сейчас нахожусь в области истинной мантры. Убрав нефритовый свиток, Хань Ли поднялся в воздух, чтобы осмотреть окрестности. В воздухе висел какой-то белый туман, но он был гораздо тоньше, чем в области водного предсказания, поэтому Хань Ли мог гораздо лучше видеть с помощью своих адских дьявольских глаз. Внизу был довольно непримечательный горный хребет без каких-либо отличительных черт, и карта была слишком грубой, поэтому Хань Ли не мог точно определить, где именно он находится в области истинной мантры. Однако, он оставался невозмутимым, продолжая свой путь. То, что у него была хотя бы грубая карта руин секты истинной мантры, уже было большим достижением. По крайней мере, ему больше не придется блуждать вслепую. Более того, на карте были обозначены некоторые важные места в 5 областях, поэтому, как только он сможет определить свое приблизительное местоположение, он должен быть в состоянии по карте добраться до важных ориентиров в секте. Прошло около недели. В этот день издалека выстрелила полоса лазурного света, прежде чем спуститься на гору. Лазурный свет погас, явив Хань Ли, и по дороге сюда он сделал еще несколько полезных открытий. Судя по тому, что он видел последние несколько дней, Хань Ли еще больше убедился в том, что он находится в отколовшейся части области истинной мантры. К сожалению, он все еще не смог точно определить свое местоположение на карте. В этот момент Хань Ли выглядел немного настороженным, и он принял пилюлю, прежде чем немного отдохнуть, после чего быстро продолжил свой путь. Еще немного пролетев, его выражение лица внезапно слегка изменилось, и он отскочил в сторону. В воздухе впереди висел пространственный разлом длиной более 30 метров, и он, осторожно обойдя разлом, продолжил свой путь. Он чуть не погиб, случайно попав в тот пространственный разлом, поэтому старался действовать очень осторожно. Вскоре впереди появился еще один пространственный разлом, а в воздухе также возникли всплески пространственных колебаний. Хань Ли, подняв бровь, о чем-то подумал, и он осторожно полетел вперед, прежде чем спуститься перед утесом.
Это был край того участка суши, на котором он находился. Перед утесом простиралось огромное пространство пустоты, которое было заполнено бесчисленными пространственными разломами разного размера, напоминающими всепоглощающие пасти. Еще дальше вдалеке был гигантский полупрозрачный световой барьер, который соединял небо и землю, и это был тот самый пространственный барьер, с которым он столкнулся ранее. За барьером были бесчисленные хаотичные пространственные течения, но Хань Ли не обратил внимания на пространственную турбулентность и пространственные разломы, устремив свой взгляд еще дальше. Там он мог видеть еще один пространственный барьер, за которым был, по-видимому, край еще одного участка суши. Даже сквозь пространственную турбулентность и пространственные барьеры он все еще мог чувствовать намеки на пространственные колебания, исходящие от этого участка суши. На его лице появилось нерешительное выражение, когда он посмотрел на бушующую пространственную турбулентность, но он быстро принял решение, призвав пару сокровищ, одно золотое и одно синее. Это были два бессмертных сокровища с атрибутом времени, которые он получил ранее, и к этому моменту он уже смог в основном очистить их. Он начал читать заклинание, и из синего щита вырвались волны пульсирующего синего света, окутав все его тело, в то время как золотой флаг тоже увеличился в несколько раз. Из флага вырвалось бесчисленное множество пятнышек золотого света, которые начали быстро вращаться вокруг его тела, образовав мерцающую реку золотого света, что представляло собой захватывающее зрелище. Хань Ли взглянул на пару бессмертных сокровищ вокруг себя, а затем с довольным видом кивнул, прежде чем полететь прямо в пространство впереди. Пространство здесь было невероятно нестабильным, и эта область была усеяна пространственными разломами. Пространственные разломы не двигались, как те, что были в пространственном шторме, но это, безусловно, не означало, что они были стабильны. Хань Ли изо всех сил активировал свои адские дьявольские глаза, осторожно пробираясь сквозь пространство между пространственными разломами, и он смог довольно быстро продвинуться вперед. Вскоре он добрался до пространственного барьера, а затем взмахнул рукавом, чтобы выпустить полосу лазурного света меча, которая в мгновение Эйка ударила по барьеру, и полоса лазурного света меча тут же рассыпалась, превратившись обратно в лазурный летающий меч. Что касается пространственного барьера, то он лишь слегка задрожал, прежде чем вернуться в свое первоначальное состояние. Хань Ли был весьма удивлен, увидев это, и он, убрав свой летающий меч, протянул вперед палец. Над его телом появился яркий золотой свет, когда вышли 36 нитей закона времени, которые тут же сошлись к его пальцу, и нечеткий золотой фантом пальца выстрелил в сторону пространственного барьера. Проекция пальца была не только образована 36 нитями закона времени, но и в нее были влиты всплески силы закона времени. Это была лучшая попытка Хань Ли воссоздать ту проекцию пальца, которую он видел, но она все еще была очень далека от оригинала. Проекция пальца, выпущенная Хань Ли, была очень нечеткой и не обладала и близко такой же силой, как проекция пальца во дворце, но она все еще была гораздо мощнее, чем тот удар мечом, который он только что выпустил. Раздался слабый удар, когда его палец, словно лист бумаги, пробил пространственный барьер, и на его лице появилось радостное выражение, когда он, опустив руку, пробормотал про себя. «Неплохо. Думаю, я назову это «палец, пронзающий небеса». После этого он, через большое отверстие в пространственном барьере, вылетел в пространственную турбулентность. Как только он это сделал, его тут же сбоку накрыл порыв свирепого серого ветра, но он уже был готов к этому и призвал пару защитных бессмертных сокровищ, чтобы помочь себе пережить это. В то же время река золотого света, кружащаяся вокруг его тела, значительно увеличилась в размерах и мгновенно преодолела порыв серого ветра. Как оказалось, золотой флаг был очень редким бессмертным сокровищем, которое обладало как защитными, так и атакующими способностями. Победив порыв серого ветра, Хань Ли, не останавливаясь, продолжил свой путь, быстро летя к другому участку суши вдали. Во всех направлениях завывали порывы свирепого ветра, а также ледяные потоки и даже волны огня, и бесчисленные пространственные вихри и пространственные разломы. Эта пространственная буря была значительно сильнее, чем та, с которой он сталкивался в прошлый раз, и, увидев это, он был весьма озадачен. С тех пор, как он вошел в руины секты истинной мантры, он уже столкнулся с 3 пространственными бурями, и каждая следующая была сильнее предыдущей. Хань Ли направил реку золотого света вокруг себя, чтобы отразить приближающиеся волны пространственной турбулентности, и как можно быстрее полетел вперед. Сама по себе пространственная турбулентность не была проблемой, но пространственные разломы, которые несла пространственная турбулентность, были невероятно мощными и содержали грозную пространственную силу. Даже река золотого света вокруг Хань Ли с трудом могла противостоять им, поэтому Хань Ли был вынужден отражать их другими способами, и в результате его скорость была очень низкой. К счастью, 2 участка суши находились не очень далеко друг от друга, и вскоре он преодолел большую часть расстояния. Как раз в этот момент раздался звук, похожий на яростный драконий рев, и Хань Ли, повернувшись к источнику звука, мгновенно изменился в лице. Как оказалось, к нему, с легкостью прорываясь сквозь окружающую пространственную турбулентность, мчался грозный белый шторм, и это был еще один пространственный шторм.
Этот пространственный шторм был еще более зловещим, чем тот, с которым Хань Ли столкнулся, когда его затянуло в тот пространственный разлом, и он был наполнен белыми лезвиями света, которые были наделены неистовой пространственной силой, способной разорвать на части все на своем пути. Пространственный шторм был невероятно быстрым, и в мгновение Ика достиг Хань Ли, прежде чем поглотить его. Глава 673. Знакомый. Оказавшись в пространственном шторме, Хань Ли был подобен листу, упавшему в огромное море. Вокруг него были неистовые течения, которые, вопреки его желанию, бросали его из стороны в сторону. Он тут же высвободил свой духовный домен времени, и окружающий пространственный шторм, под воздействием духовного домена, мгновенно значительно замедлился, что дало ему некоторую передышку, но белые лезвия света практически не замедлились, продолжая обрушиваться на него. Хань Ли сделал глубокий вдох, а затем начал быстро складывать ручные печати, и золотой флаг вокруг него еще больше посветлел, прежде чем слиться с его духовным доменом времени. Окружающая река золотого света тут же с глухим стуком увеличилась в размерах примерно в 10 раз, а золотые звезды внутри нее тоже значительно увеличились, когда она с грозной силой хлынула вперед. Синий щит тоже начал ярко светиться, увеличившись в несколько раз, и на его поверхности появилась проекция извилистой реки. Как только белые лезвия света попадали в реку золотых звезд, их всех тут же невольно сносило, поэтому ни одно из них не могло ударить по Хань Ли. Однако этих лезвий света было невероятно много, и некоторым из них время от времени удавалось прорваться сквозь реку золотых звезд, но их сдерживал синий щит, который тоже был очень мощным сокровищем. Все белые лезвия света, соприкоснувшись со щитом, мгновенно искажались, отклоняясь от своей первоначальной траектории, и Хань Ли, увидев это, почувствовал себя очень уверенно. Он смог снова сосредоточиться на том, чтобы идти вперед, но у него было не так много времени. В конце концов, одновременное использование своего духовного домена и двух бессмертных сокровищ с атрибутом времени на полную мощность было невероятно утомительным, и даже он не смог бы долго это делать. Примерно через 15 минут Хань Ли, наконец, смог вырваться из пространственного шторма и, пошатываясь, вышел на открытое пространство. Однако зрелище, которое открылось перед ним, не было особо обнадеживающим. Все окружающее пространство было заполнено хаотичной пространственной турбулентностью, а оба ближайших континента бесследно исчезли. Он тут же понял, что пространственный шторм унес его в неизвестное место, и он в данный момент понятия не имел, где находится. Пространственная турбулентность была невероятно опасной, и у него оставалось не так много бессмертной духовной силы, поэтому, если бы он вскоре не нашел безопасное место, то действительно мог бы здесь погибнуть. С этой мыслью он немедленно принял пилюлю, а затем перевернул руки, чтобы достать пару камней бессмертного происхождения среднего уровня, пополняя свою бессмертную духовную силу, одновременно пытаясь вспомнить местоположение двух континентов. Однако, находясь в пространственном шторме, он полностью потерял ориентацию в пространстве, поэтому никак не мог вспомнить, где находились эти два континента. Немного подумав, он, продолжая поддерживать свой духовный домен времени и два бессмертных сокровища, отправился в определенном направлении. Несмотря на то, что одновременное использование всех трех этих вещей сильно расходовало его бессмертную духовную силу, это также позволяло ему быстро перемещаться по пространственной турбулентности, и сейчас его главным приоритетом было найти безопасное место. К счастью, он оказался не в самом худшем положении, и, немного пролетев, он увидел впереди участок суши. На его лице появилось радостное выражение, когда он поспешно полетел к участку суши, и в то же время он, направив всю оставшуюся бессмертную духовную силу в своем теле, протянул вперед палец. Мгновенно появилась золотая проекция пальца, которая ударила по пространственному барьеру, проделав в нем большое отверстие. Хань Ли, словно молния, пролетел сквозь отверстие, и грозное давление вокруг него тут же исчезло. В этот момент его лицо было мертвенно-бледным, и он, убрав свой духовный домен времени и два бессмертных сокровища, сделал несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя. Он посмотрел вниз и увидел внизу огромный горный хребет. Горный хребет был довольно богат духовной ци, и, казалось, не был затронут никакими битвами. Здесь не было того белого тумана, который загораживал обзор, поэтому, хотя он все еще не мог далеко распространить свое духовное чувство, он мог очень хорошо видеть с помощью своих адских дьявольских глаз. Немного понаблюдав за окрестностями, он спустился с небес, уклонившись по пути к земле от нескольких ближайших пространственных разломов. Затем он сел, скрестив ноги, чтобы отдохнуть, и, спустя почти полдня, он, открыв глаза, отправился в определенном направлении. Летя по воздуху, он своими глазами и духовным чувством постоянно осматривал окрестности. Горный хребет здесь простирался, насколько хватало глаз, и он был покрыт пышной зеленью, включая некоторые духовные растения, которые были полны жизненной силы. Хань Ли, естественно, не собирался оставлять эти духовные растения, и все они были убраны в инструменты для хранения. Пролетая над одной долиной, Хань Ли внезапно слегка изменился в лице и с необычным выражением лица повернулся в определенное направление.
Из этого направления исходили неистовые колебания духовной силы, и было ясно, что там происходит какая-то битва. Похоже, что все участники битвы обладали высокими базами совершенствования, и они тоже, должно быть, были культиваторами, которые вошли в руины секты истинной мантры в поисках сокровищ. В этот момент мышление Хань Ли изменилось по сравнению с тем временем, когда он только вошел в руины. Все, чего он хотел, это заниматься своими делами и искать сокровища, и у него не было никакого желания вмешиваться в бессмысленные конфликты. Однако, как раз в тот момент, когда он собирался уйти, с места битвы внезапно вырвалась вспышка сияющего багрового света, и колебания ауры, исходящие от этого багрового света, не были для него чем-то новым. Он тихо вздохнул, а затем, подобно размытой тени, начал лететь в том направлении. Благодаря своей скорости, он смог очень быстро добраться до места битвы, и, действительно, впереди были две фигуры, запертые в ожесточенной схватке. Над головой одного из них висел огромный огненно-багровый меч, а на поясе было прикреплено старинное золотое зеркало. Это был никто иной, как бессмертный владыка Пылающее Пламя. Его противником был высокий и худой мужчина в лазурной мантии. Это был тот самый бессмертный посланник, который много лет назад появился в городе собирателей нефрита вместе с Ган Шутянем, и Хань Ли вспомнил, что его фамилия была Ван. Вместо того, чтобы сразу же показываться, Хань Ли, спрятавшись неподалеку, начал наблюдать за битвой. База совершенствования мужчины в лазурной мантии была гораздо выше, чем у бессмертного владыки Пылающее Пламя, и он определенно владел инициативой. Над его головой парил гигантский лазурный фантом Луны, который излучал волны лазурного света, и каждая волна лазурного света превращалась в сотни лучей света, которые устремлялись прямо к бессмертному владыке Пылающее Пламя. Гигантский огненный меч над головой бессмертного владыки Пылающее Пламя быстро вращался, выпуская в приближающиеся лучи лазурного света волны багровых проекций мечей. В этот момент он был одет в багровую мантию, на которой было вышито несколько огненных священных птиц, в том числе феникс и красная птица, и, похоже, это тоже было бессмертное сокровище, которое постоянно испускало всплески обжигающего багрового пламени. Лучи лазурного света казались довольно непримечательными, но они были невероятно грозными, с легкостью пробивая противостоящую им меча и пламя, прежде чем обрушиться на бессмертного владыку Пылающего Пламени. К счастью, волны золотого света, испускаемые золотым зеркалом бессмертного владыки Пылающего Пламени, смогли значительно замедлить лучи лазурного света. Однако этих лучей лазурного света было слишком много, и бессмертному владыке Пылающего Пламени все равно приходилось постоянно уклоняться. «Не испытывай мое терпение, хоть Джодзе. Отдай карту, и я позволю тебе уйти. Если ты будешь продолжать сопротивляться, то мне придется сначала тебя убить», — крикнул мужчина в лазурной мантии. На теле бессмертного владыки Пылающее Пламя уже было довольно много ран, но он ничуть не отступал, прошипев: «Заткнись, мерзавец из небесного двора. Если ты хочешь карту, то иди и забери ее. В таком случае я исполню твое желание и отправлю тебя в могилу». Холодно фыркнул мужчина в лазурной мантии, и в его глазах мелькнул проблеск жажды убийства. Сразу же после этого, по его велению, лазурная луна над его головой резко увеличилась в размерах, а количество лучей лазурного света, которые она испускала, мгновенно возросло в несколько раз. Увидев это, в глазах бессмертного владыки Пылающее Пламя появилось мрачное выражение, и он открыл рот, чтобы выпустить в золотое зеркало, прикрепленное к его поясу, шар кровяной эссенции. Зеркало тут же выстрелило вперед, испуская вспышки огненно-золотого света, и в то же время оно увеличилось в несколько раз, прежде чем стать перед бессмертным владыкой Пылающее Пламя, словно щит. Зеркало только-только заняло свое место, как его ударило бесчисленное множество лучей лазурного света, и золотые пульсации, испускаемые зеркалом, все еще обладали своим обычным замедляющим эффектом, но эти приближающиеся лучи лазурного света были гораздо быстрее, чем те, что были раньше, поэтому замедляющий эффект был не таким уж заметным. Раздалась серия оглушительных лязгов, когда золотое зеркало сильно задрожало, а золотистый свет, исходящий от него, тоже начал беспорядочно мерцать, словно вот-вот может полностью погаснуть. Однако зеркало стойко держалось, и золотой свет вокруг него не хотел исчезать. Увидев это, в глазах мужчины в лазурной мантии промелькнул проблеск удивления, и он, посмотрев на золотое зеркало, с жадностью прищурился. Затем он холодно фыркнул, когда из его тела вырвалась вспышка лазурного света, образовав лазурный духовный домен размером в несколько десятков километров. Как раз в этот момент рядом с лазурной луной, без какого-либо предупреждения, внезапно появился зеленый свет, который тут же окутал ее. Лазурная луна сразу же потускнела, когда лазурный свет, исходящий от нее, угас, явив бессмертное сокровище лазурную нефритовую сферу. В то же время за спиной мужчины в лазурной мантии из воздуха появился большой золотой замок, который затем, словно молния, устремился к нему. «Кто там?» Мужчина в лазурной мантии, увидев это, резко изменился в лице и, обернувшись, открыл рот, чтобы выпустить серебряную пластину, которая с громким лязгом ударилась о золотой замок.
Сразу же после этого он взмахнул рукавом, чтобы выпустить бессмертное сокровище — лазурный бамбуковый свиток, который превратился в лазурный световой барьер, окутавший его тело со всех сторон. В то же время он протянул другую руку, чтобы сделать хватательное движение в сторону лазурной нефритовой сферы наверху, и раздался оглушительный грохот, когда над нефритовой сферой появилась огромная лазурная рука, которая силой схватила вспышку зеленого света. Зеленый свет с глухим стуком тут же разрушился, явив зеленую тыкву, и вокруг тыквы появилось бесчисленное множество зеленых рун, которые, заставив близлежащее пространство гудеть и сильно дрожать, излучали грозные колебания силы закона. Бессмертное сокровище сущности. Увидев это, мужчина в лазурной мантии был в восторге, и над огромной лазурной рукой, по его велению, появилась огромная лазурная руна, после чего огромная рука сжала зеленую тыкву. Тыква тут же начала сильно дрожать, словно пыталась освободиться, но гигантская лазурная рука крепко держала ее, не давая ей сбежать. Глава 674. Опасения. Это тыква. Может быть. При виде зеленой тыквы у бессмертного владыки пылающее пламя в глазах промелькнул странный блеск. Мужчина в лазурной мантии быстро огляделся, а затем, сложив ручную печать, заставил руну на огромной лазурной руке зажечься, и она выпустила поток грозной силы закона. Раздался громкий удар, когда защитный зеленый свет вокруг тыквы был раздавлен, и тыква тут же перестала сопротивляться. В глазах мужчины в лазурной мантии промелькнул восторг, когда он сделал призывный жест, чтобы притянуть к себе зеленую тыкву. Тыква была всего в нескольких десятках метров от мужчины в лазурной мантии, когда за его спиной внезапно возникли пространственные колебания, и из воздуха появился Хань Ли. Как только он появился, он тут же взмахнул обоими рукавами, выпустив два гигантских лазурных меча, которые обрушились на мужчину в лазурной мантии. Из мечей вырвался сияющий лазурный свет меча, и они излучали грозную силу, которая, казалось, могла рассечь небеса надвое. Выражение лица мужчины в лазурной мантии осталось неизменным, лишь на его губах появилась презрительная ухмылка, и, казалось, он уже ожидал этой внезапной атаки. Он одной рукой сложил ручную печать, и лазурная нефритовая сфера над его головой, освободившись от зеленого света, выпущенного высшей небесной тыквой, начала ярко светиться, выпустив два толстых столпа лазурного света, которые ударили по двум приближающимся мечам. Раздались два оглушительных удара, когда близлежащее пространство сильно задрожало, и два гигантских меча значительно уменьшились, отлетев назад. Лазурный свет меча, исходящий от них, тоже значительно потускнел, словно их духовная природа была сильно повреждена. Лицо Хань Ли слегка побледнело, и он, словно получив серьезные внутренние повреждения, пошатнулся, отступая. Мужчина в лазурной мантии с холодной усмешкой посмотрел на Хань Ли, а затем снова обратил свое внимание на зеленую тыкву. С его точки зрения, этот нападающий на поздней стадии Золотого Бессмертного явно напрашивался на смерть, но в то же время он должен был быть ему благодарен за то, что тот принес ему это бессмертное сокровище сущности. Зеленая тыква продолжала лететь к нему, зажатая в гигантской лазурной руке, но как раз в этот момент тыква внезапно снова начала сильно дрожать. В то же время с ее поверхности вырвался сияющий зеленый свет, а внутри нее раздался громоподобный грохот. Выражение лица мужчины в лазурной мантии резко изменилось, но, прежде чем он успел что-либо сделать, из тыквы выстрелила вспышка ослепительного золотого света, которая ударила по защитному лазурному световому барьеру вокруг него. Раздался сокрушительный взрыв, и, несмотря на то, что лазурный бамбуковый свиток выглядел неразрушимым, вспышка золотого света смогла с легкостью пробить его, прежде чем проделать большое отверстие в груди и животе мужчины в лазурной мантии. Все его тело было практически рассечено надвое, но из раны не вытекло ни капли крови, а края отверстия были гладкими и обугленными. Все это произошло в одно мгновение, и даже бессмертный владыка Пылающее Пламя был потрясен увиденным. Изо рта мужчины в лазурной мантии хлынул поток крови, когда на его лице появилось удивленное и разъяренное выражение. Если бы он в последний момент не успел немного уклониться, то вспышка золотого света уже пронзила бы его дантянь и убила бы его на месте. Несмотря на свое недоумение, он отреагировал очень быстро, сложив ручную печать и открыв рот, чтобы выпустить шар лазурного пламени. Лазурный огонь распространился наружу, чтобы окутать все его тело, и он, бросив все свои бессмертные сокровища, кроме лазурной нефритовой сферы, лазурным огненным шаром умчался прочь. Однако, как раз в этот момент из пространства вокруг него, без какого-либо предупреждения, выстрелили несколько полупрозрачных цепей, которые пронзили его разум, и защитный световой барьер вокруг него не смог оказать никакого сопротивления. Он тут же был полностью обездвижен, и выражение его лица резко застыло. Он все еще летел вперед, но его скорость значительно снизилась. Сразу же после этого перед мужчиной в лазурной мантии во вспышке молнии появился Хань Ли. Его цвет лица вернулся в норму, и он тут же силой выбросил кулак вперед, создав лазурную проекцию кулака, которая ударила мужчину в лазурной мантии по голове, раздавив ее, словно арбуз.
Внутри появилась полупрозрачная клетка, в которой была поймана лазурная душа. Хань Ли щелкнул пальцем, и с кончика его пальца выстрелила дуга золотой молнии, которая попала в клетку духовного чувства, мгновенно уничтожив душу внутри нее. Затем клетка духовного чувства превратилась обратно в несколько полупрозрачных цепей, которые исчезли его сознание. После этого он взмахнул рукавом, чтобы захватить останки мужчины в лазурной мантии и бессмертные сокровища вокруг него, прежде чем убрать их в пространство ветви цветка. Товарищ Даос Хань, не нужно было прибегать к таким грязным уловкам против простого культиватора средней стадии высшего зенита, недовольным голосом заметил Мо Гуан в сознании Хань Ли. Хань Ли не обратил внимания на Мо Гуана. Он, безусловно, мог бы с легкостью убить мужчину в лазурной мантии с помощью своих сил закона времени, но пока не хотел раскрывать слишком много бессмертному владыке пылающее пламя. Он сделал призывный жест, чтобы вернуть к себе высшую небесную тыкву, 2 зеленых бамбуковых меча облачного роя и золотой замок, а затем повернулся к бессмертному владыке пылающее пламя. «Вы снова спасли меня, товарищ Даосли. Я, действительно, не знаю, как вас благодарить», с благодарностью сказал бессмертный владыка пылающее пламя, подлетев к Хань Ли. «Не стоит благодарности, товарищ Даос пылающее пламя. Мы договорились о союзе, поэтому я просто помог вам, чем смог». Сказав это, я, конечно же, не ожидал встретить вас здесь. «Где сейчас товарищ Даос Лис и товарищ Даос Ши?» — спросил Хань Ли. «Боюсь, что я не знаю. Нас разделила пространственная турбулентность, и изначально, когда меня сюда телепортировало, все было хорошо, но не так давно я столкнулся с тем бессмертным посланником. Если бы вы не пришли вовремя, то я бы, скорее всего, здесь погиб», — вздохнул бессмертный владыка пылающее пламя. «Я тоже встречал в этих руинах чужаков, и не только из Небесного двора, но и из других сил», — сказал Хань Ли. Услышав это, бессмертный владыка пылающее пламя был очень удивлен и тут же спросил. «Вы смогли определить, откуда прибыли эти люди?» «Насколько я знаю, там были члены Ордена Смены Облика и дьявол из Царства Дьявола», — ответил Хань Ли. «Орден Смены Облика. Как они нашли вход в эти руины? И дьявол тоже». Бессмертный владыка пылающее пламя, задумавшись, плотно нахмурился. Хань Ли подождал, пока бессмертный владыка пылающее пламя обдумает эту информацию, но, немного погодя, тот все еще молчал, поэтому Хань Ли окликнул его. «Товарищ Даос пылающее пламя. Прошу прощения, я задумался. Еще когда наша секта истинной мантры была уничтожена Небесным двором, Патриарх мира, использовав свою непостижимую силу, перенес всю нашу секту в безграничное пространство пространственной турбулентности, поэтому никто, кроме меня, не должен был знать о местонахождении входа. Может быть, нас все это время кто-то преследовал, а мы не знали». С нахмуренными бровями задумался бессмертный владыка пылающее пламя. «Эти люди уже проникли внутрь, так что нет смысла думать о них. В этих руинах много сокровищ, поэтому давайте сосредоточимся на исследовании этого места и на том, чтобы повысить свои шансы на выживание», — сказал Хань Ли, и бессмертный владыка пылающее пламя, кивнув, согласился. «Рядом, скорее всего, никого нет, но только что мы создали немало шума, поэтому, в качестве меры предосторожности, нам следует покинуть это место, а потом уже решать, что делать дальше», — сказал Хань Ли. Бессмертный владыка пылающее пламя кивнул в ответ, и они вдвоем ушли. «Вы были учеником секты истинной мантры, так что, должно быть, хорошо знаете это место, верно, товарищ Даос пылающее пламя? Я уверен, что вы уже получили много наград. Насколько я помню, вы вошли в эти руины ради мантры великой пятиэлементной иллюзии, верно? Вы уже нашли ее?» — спросил Хань Ли. «Боюсь, что нет. Мне не очень повезло, и у меня не было возможности заняться поиском сокровищ, прежде чем я столкнулся с тем бессмертным посланником. Что касается мантры великой пятиэлементной иллюзии, я даже не знаю, где она спрятана, так как же я мог ее найти?» С кривой улыбкой вздохнул бессмертный владыка пылающее пламя. «Вот как. Вы тоже не знаете, где спрятано это искусство совершенствования?» «Это проблема», — со слегка удивленным выражением лица сказал Хань Ли. «Если бы мантра великой пятиэлементной иллюзии была бы навсегда потеряна, то все было бы в порядке, но я беспокоюсь, что ее может заполучить Небесный двор или какая-то другая сила», со встревоженным выражением лица вздохнул бессмертный владыка пылающее пламя. Хань Ли никак не отреагировал на это. В данный момент, похоже, в руинах секты истинной мантры много различных сил. Если мантра великой пятиэлементной иллюзии появится, то я сомневаюсь, что смогу в одиночку ее заполучить, поэтому я надеюсь, что вы мне поможете. «Я обязательно отплачу вам за вашу помощь», — с серьезным выражением лица сказал бессмертный владыка пылающее пламя, повернувшись к Хань Ли. В данный момент неясно, сколько могущественных культиваторов находится в руинах секты истинной мантры, поэтому я не могу ничего обещать, но, если моей жизни ничего не будет угрожать, я готов оказать вам помощь», — ответил Хань Ли.
«Благодарю вас, товарищ Даосли», — с радостным выражением лица сказал бессмертный владыка Пылающее Пламя. «Кстати, что такое эта мантра великой пятиэлементной иллюзии? Вы упоминали, что это искусство совершенствования?» — спросил Ханли. «Именно так. Мантра великой пятиэлементной иллюзии — это искусство совершенствования с атрибутом времени. Как вы, наверное, знаете, в секте истинной мантры было много искусств совершенствования с атрибутом времени, и мантра великой пятиэлементной иллюзии была самым секретным из них, объяснил бессмертный владыка Пылающее Пламя. Понятно. В таком случае нам действительно нужно позаботиться о том, чтобы она не попала в руки чужаков, кивнув, ответил Ханли. Бессмертный владыка Пылающее Пламя тайком наблюдал за выражением лица Ханли, и он был очень рад видеть, что, когда Ханли говорит о мантре великой пятиэлементной иллюзии, на его лице нет никакой жадности. Глава 675. Загадочная личность. Как оказалось, великая мантра пятиэлементной иллюзии не особо привлекала Ханли. В конце концов, он уже получил полное описание оси мантры, и, согласно его описанию, этого должно быть достаточно, чтобы поддерживать его совершенствование до стадии великого объединения. Великая мантра пятиэлементной иллюзии была самым высокоуровневым искусством совершенствования секты истинной мантры, но ее, безусловно, было бы нелегко совершенствовать, поэтому она, возможно, не была для него самым подходящим выбором. В то же время Ханли знал об опасности попасть в ловушку, прыгая от одного искусства совершенствования к другому в погоне за большей силой. В конечном итоге это приведет лишь к тому, что человек не сможет освоить ни одно из искусств совершенствования. В данный момент его главным приоритетом было обрести больше силы и продвинуться в совершенствовании, чтобы он мог обеспечить себе самосохранение в этом все более хаотичном царстве истинных бессмертных. Только после этого он мог бы подумать о чем-то другом. Конечно, ему все еще было любопытно узнать об этом искусстве совершенствования, и, если бы у него была возможность заполучить его, он, безусловно, не отказался бы. Они вдвоем продолжали разговаривать, летя по воздуху, и местность впереди постепенно становилась более плоской, превращаясь из холмистого горного хребта в серию холмов. Эти холмы были довольно своеобразными, поскольку большая часть из них были сгруппированы по два, очень похожи на верблюжьи горбы, и было неясно, почему это так. Несмотря на изменения в рельефе, местность все еще была невероятно богата растительностью. Здесь довольно много духовной ци. «В какой области секты истинной мантры мы сейчас находимся?» — спросил Ханли. Услышав это, бессмертный владыка Пылающее Пламя слегка удивился. «Звучит так, будто вы довольно хорошо знаете планировку нашей секты истинной мантры, товарищ Даосли. Ранее я получил грубую карту секты истинной мантры, поэтому знаю ее общую планировку», — объяснил Ханли. Понятно. В данный момент мы находимся в области Древесного Императора, но мы на краю области, поэтому здесь не так уж много ценных сокровищ. Мы направляемся в центральный регион, и раньше там было много лекарственных садов. Надеюсь, они не были разрушены, вздохнул бессмертный владыка Пылающее Пламя. Видите, кивнув, ответил Ханли. С этим они вдвоем немного ускорились, двумя полосами света пролетев по воздуху, прежде чем исчезнуть вдали. В то же время полоса фиолетового света летела над комплексом бесплодных руин, окутанных белым туманом. Чуть позади нее летели еще две полосы света. Внутри полосы фиолетового света был молодой человек в фиолетовой мантии с вьющимися белыми волосами, и в этот момент он, с нахмуренными бровями, мчался вперед, время от времени с отвращением оглядываясь. Почти в 10 километрах от него летел по воздуху слегка сгорбленный пожилой мужчина с лысиной, а также мужчина в белой мантии с ученым видом, и они оба сидели верхом на изящной летающей лодке. Этими двумя были никто иные, как мастер дворца Улян из региона бессмертных Начала-Раздора и бессмертный посланник Чжао Чжэнь, который ранее находился в городе Бездонного озера в регионе бессмертных Скрытого озера, а тем, кого они преследовали, был Ши Чуанькун. Не думал, что его мастерство над пространственными законами будет настолько высоким. Даже с нами двумя, управляющими этим бессмертным сокровищем 7-го класса, он все еще может держаться от нас на расстоянии, с нахмуренными бровями задумался Улян. Все в порядке. Использование одного из 3 высших законов очень сильно расходует бессмертную духовную силу человека, и он уже значительно замедлился, поэтому очевидно, что ему уже тяжело. В таком темпе он долго не продержится. Вдобавок ко всему, учитывая нынешнее фрагментированное состояние секты истинной мантры, тот участок суши, на котором мы сейчас находимся, скорее всего, не такой уж большой, поэтому, как только мы загоним его к краю, ему будет некуда бежать, спокойно сказал Чжао Чжэнь. Это правда. Сейчас это лишь вопрос времени, когда он окажется в ловушке, усмехнулся Улян. Главный вопрос сейчас в том, что нам с ним делать, когда мы его поймаем, сказал Чжао Чжэнь, и на его лице появилось нерешительное выражение. Почему это проблема?
с озадаченным выражением лица спросил Улян. Возможно, вы не слышали об этом, но этот человек раньше появлялся в городе собирателей нефрита. Он недолго сражался с товарищем Даосом Сулю, и я слышал, что его личность довольно щепетильна, сказал Джао Чжэнь. Не тяни время, товарищ Даос Чжао. Что в его личности такого особенного? Поспешно спросил Улян. Он из дома обширного происхождения, и, похоже, у него там довольно высокий статус. Жаль, что в данный момент мы не можем связаться с товарищем Даосом Сулю. Иначе мы могли бы получить точный ответ, сказал Джао Чжэнь. Услышав это, на лице Уляна появилось нерешительное выражение, но вскоре он принял решение. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мирное решение уже невозможно. В любом случае, мы сейчас находимся в руинах секты истинной мантры, так что давай убьем его здесь, чтобы он не смог потом отомстить. Полагаю, это единственный вариант, кивнув, ответил Джао Чжэнь. Пока они разговаривали, полоса фиолетового света впереди внезапно спустилась к большой долине внизу, и они вдвоем на своей летающей лодке поспешно последовали за ней. У входа в долину стояли две высокие горы, и в горах было проделано много отверстий, а каменная поверхность вокруг них была усеяна всевозможными рунами. Похоже, что здесь была установлена какая-то формация, но ее уже разрушили, и, в частности, половина горы справа уже обрушилась. Джао Чжэнь и Улян влетели в долину, и вскоре заметили внутри долины, на гигантской каменной площади, фигуру, которая что-то устанавливала вокруг черного камня в центре площади. Он просто остановился. Он что, смерти ищет? Увидев это, Улян был весьма озадачен. Не стоит расслабляться, товарищ Даослу. Будучи совершенствующимся в пространственных законах, он гораздо опаснее, чем среднестатистический культиватор с той же базы совершенствования, серьезным тоном сказал Джао Чжэнь. Независимо от того, что он пытается сделать, нам просто нужно остановить его, прежде чем он это сделает, с холодной улыбкой сказал Улян, и, как только его голос стих, из его тела внезапно вырвался желтый духовный домен, который окутал все окружающее пространство в радиусе более 3 километров. Сразу же после этого он, бросившись вперед, стал землянисто-коричневого цвета, и, находясь в воздухе, он внезапно начал стремительно падать вниз на Шичуанькуна, словно стал тяжелым, как гора. Джао Чжэнь открыл рот, чтобы что-то сказать, но в конечном итоге решил промолчать и просто с напряженным выражением лица начал наблюдать. Тело Уляна падало с такой невероятной силой, что даже воздух вокруг него беспрестанно грохотал, а само пространство внутри духовного домена сжималось под ним. Как раз в тот момент, когда он собирался приземлиться на каменную площадь и полностью раздавить Шичуанькуна, из тела Шичуанькуна внезапно вырвалась вспышка серебряного света, которая тут же образовала серебряный духовный домен, охвативший все окружающее пространство в радиусе нескольких десятков метров. Улян увидел, как перед его глазами мелькнуло размытое пятно, и пространство вокруг него немного исказилось и затуманилось. В следующее мгновение он с оглушительным грохотом врезался в землю. В воздух поднялось огромное облако пыли, когда во все стороны разлетелись осколки камней и мусора. Вся земля просела почти на 300 метров, образовав огромный кратер. Джао Чжэнь, наблюдая за происходящим сверху, слегка прищурился. С его точки зрения, Улян явно падал на белую каменную площадь, но каким-то образом приземлился за ее пределами. Он поспешно спустился вниз, как раз в тот момент, когда Улян вылетел из кратера и спросил. «Что случилось, товарищ Даослу?» Должен отдать ему должное, у этого парня есть пара козырей в рукаве. Как раз в тот момент, когда я собирался обрушиться на него, он использовал какую-то технику пространственного искажения, чтобы отбросить меня от цели. Сказав это, беспокоиться ни о чем. Все, что мне нужно сделать, это обездвижить его, чтобы он не смог снова использовать эту технику, и тогда он станет для вас легкой добычей, товарищ Даос Чжао, с холодной улыбкой сказал Улян. В таком случае я буду на вас рассчитывать, товарищ Даослу, сказал Джао Чжэнь, со скепсисом посмотрев на Шичуанькуна. Улян кивнул в ответ, но как раз в тот момент, когда он собирался что-то сделать, Шичуанькун внезапно повернулся к ним и с вызывающей улыбкой посмотрел на них. Сразу же после этого он перевернул руку, чтобы достать пластину размером с кулак, а затем, протянув указательный палец другой руки над пластиной, капнул на нее каплю серебряной кровяной эссенции. Все духовные узоры на пластине один за другим загорелись ослепительным серебряным светом, и она начала излучать всплески грозных пространственных колебаний. В то же время вокруг черного камня за спиной Шичуанькуна загорелась круглая формация, и серебряный свет, который она излучала, был настолько ослепительным, что Джао Чжэнь и Улян были вынуждены отвернуться. После того, как серебряный свет погас, они оба обнаружили, что внутри серебряной формации появились два человека. Слева была соблазнительная женщина с белой вуалью на лице, и это была никто иная, как Фэн Линь. Рядом с ней стоял молодой человек в большой красной мантии из перьев с фиолетовыми волосами, собранными в высокий пучок, и, как только они появились, они оба тут же почтительно поклонились Шичуанькуну.
Мы приветствуем молодого господина Ши. В этот момент пластина, которую держал Ши Чуанькун, уже была полностью разрушена, и он, небрежно отбросив ее, слегка нахмурился и спросил. «Почему вас только двое? Где старейшина Цзин?» После того, как мы вошли в руины, нас разделило со старейшиной Цзином и Цзы Цином, поспешно ответила Фэн Линь. Фиолетово-воловый молодой человек по имени Цзы Цин, сложив кулак в приветствии, объяснил. Когда мы исследовали одни руины, мы со старейшиной Цзином либо активировали какое-то ограничение, либо попали в засаду. В любом случае, старейшину Цзина поглотило облако серого тумана, и он исчез, прежде чем успел оказать сопротивление. Увидев это, я тут же отступил, и меня призвали сюда, прежде чем я успел как следует все изучить. Друзья, эти главы, когда тело остается нетронутым, но душа стерта без следа. Руины секты истинной мантры — не гробница с ловушками, а живая система, стирающая нарушителей без следа. Хань Ли делает то, что выглядит как безумие, изучает проекцию золотого пальца, атаку, уничтожающую душу, чтобы скопировать ее. Малейшая ошибка обратит технику против него самого. Но это не гордыня, надвигающиеся пространственные бури непреодолимы, и этот удар — его единственный шанс пробить выход. Расчет оправдывается. Буря забрасывает героя в новую локацию, где проявляется его второй дар — холодный прагматизм. Спасенный пылающее пламя признается, что ищет мантру великой пятиэлементной иллюзии. Хань Ли молча кивает и не говорит ни слова о том, что писание оси мантры уже у него. Вынужденный союз без доверия. Угроза слишком велика, чтобы выжить в одиночку, но и слишком велика, чтобы открывать карты. Впереди центральный регион области Древесного Императора и война фракций. Готовлю продолжение.